Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sen. В этом видео мы поговорим о специальных гаджетах для планшета Xiaomi Pad 5, стилусе Xiaomi Smart Pen и клавиатуре Mi Pad Keyboard Case. Подробно рассмотрим все нюансы использования, которые важно знать перед приобретением, а также полезные лайфхаки, которые могут пригодиться тем, кто уже приобрел эти аксессуары. И, конечно же, сделаем вывод, для кого они будут действительно must-have, а для кого станут просто бесполезной игрушкой. И начнем мы со стилуса Xiaomi Smart Pen. По заверению производителя, он имеет 4096 степеней чувствительности к давлению и благодаря чему реагирует на силу нажатия и угол наклона, передает движение рук с отличной точностью и практически без задержек. И давайте подробнее разберемся, правдивы ли эти обещания. Но для начала пару слов о комплектации. Поставляется Xiaomi Smart Pen в небольшой белой коробке с изображением аксессуара. В комплекте, кроме стилуса, мы также найдем инструкцию и один сменный наконечник. Насколько быстро стирается последний, компания не обозначает. В моем случае за 2 месяца активных тестов визуальный стилус никак не изменился. Ну а в случае необходимости в дальнейшем всегда можно заказать оригинальные сменные наконечники на AliExpress. Ссылочку я оставлю в описании. Smart Pen изготовлен из легкого матового пластика, благодаря чему вес устройства составляет около 12 грамм. На корпусе разместили 2 кнопки управления, отвечающие за вызов быстрых функций, которые мы чуть позже подробно разберем. Сами клавиши расположены оптимально и удобно ложатся под большой палец. Таким образом, чтобы воспользоваться ими, не требуется тянуться или перехватывать стилус. В руке Smart Pen лежит также достаточно удобно, ощущается качественно и монолитно. Подключение стилуса к Pad 5 осуществляется по Bluetooth. По задумке производителя вы просто размещаете стилус на специальной магнитной площадке на торце планшета и остается только подтвердить подключение во всплывающем окне. На деле же здесь не обошлось без нюансов. В моем распоряжении есть 2 идентичных глобальных Pad 5, но с отличием в прошивке. На белом установлена RU-версия, на черном глобалка, которая чуть свежее. И вот там, где у глобалки нет никаких проблем в сопряжении со стилусом и все происходит строго, как и задумал производитель, в одно касание, у RU прошивки этого меню нет. Таким образом, приходится вручную заходить в настройки Bluetooth и самостоятельно осуществлять сопряжение. Не критично, конечно, но неприятно, и в очередной раз кидает камень в огород RU прошивок, которые еще и обновляются реже. И кстати, это не единственная софтовая проблема, которая нас встречает, но об этом чуть позже. Также на глобальном UI после подключения стилуса в специальном меню настроек можно проверить наличие обновлений ПО Smart Pen. Лично в моем случае уже одна обнова приходила с оптимизацией работы, но на практике изменений я не заметила. Здесь же в настройках у нас есть интерактивные подсказки о действиях кнопок стилуса. Из них следует, что при обычном использовании разовое нажатие на кнопки никаких действий не несет и функциональны они только при длительном удержании. Да и перенастроить эти клавиши пока нет никакой возможности. Так, первая кнопка по удержанию открывает режим создания скриншота области экрана. Данная фишка мне показалась максимально удобной. Сделал скриншот нужного объекта и тут же сохранил или отправил, например, в мессенджер. Но справедливости ради замечу, что подобные скрины доступны и без стилуса. Достаточно просто удерживать одновременно 3 пальца на экране и готово. По длительному нажатию второй клавиши осуществляется запуск стокового приложения заметок. Опять же, зажали клавишу, дождались появления окна с просьбой коснуться экрана и, не отпуская кнопку, тапнули стилусом по дисплею Pad 5. Открываются заметки и можно смело начинать работу. И про фирменные заметки MIUI, пожалуй, стоит поговорить чуть подробнее. Здесь пользователю доступно 2 вида заметок. Привычный нам вариант печатных заметок и рукописные. По нажатию кнопки на стилусе запускаются именно последние. Тут доступно несколько базовых инструментов: карандаш, перо, маркер, ластик, линейка и так далее. По простому нажатию кнопок на стилусе можно менять инструменты и цвета, а длительное удержание активирует ластик. Еще из интересного могу отметить наличие специальных алгоритмов, которые определяют и выравнивают простые нарисованные фигуры. К примеру, рисуем кривой круг и при удержании получаем ровную фигуру. Фишка интересная, но далеко не всегда точная и при любых сомнениях в определении выдает типовую фигуру облачка.
Конечно, стоковые заметки явно не тянут на звание профессионального приложения для художников. Скорее, это такой электронный вариант блокнота для быстрых скетчей и записей. И кстати, в случае, если вы планируете использовать стилус именно в фирменном приложении, то рекомендую в настройках отключить опцию рисования пальцем. Так вы сможете не бояться испортить свой набросок случайным касанием ладони. Приложение будет распознавать исключительно стилус, и, соответственно, можно не бояться положить руку на экран в процессе рисования, как на обычный листок бумаги. Ну и, конечно же, Xiaomi Smart Pen поддерживает работу и в более интересных приложениях. И хотя я не профессионал, но подобрала парочку приложений с более широкими возможностями. И в первую очередь на ум сразу же приходит Infinity Painter с его большим ассортиментом различных кистей и достаточно продуманным интерфейсом. Приложение без проблем распознает степень нажатия и угол наклона стилуса, а также имеет возможность отключения распознавания касания рукой. В общем, настройки здесь достаточно широкие, и поэкспериментировав, можно подобрать наиболее подходящие именно вам. Далее еще одно приложение – Концепты. За одну только стильную палитру цветов его стоит попробовать. Здесь также работает распознавание касания рукой и чувствительности к давлению, однако ассортимент кистей и их настройки значительно скромнее, чем в Painter. И третье приложение, которым я пользуюсь не менее часто, это Sketchbook. Как и следует из названия, оно отлично подойдет для любителей набросков различной сложности. Настройки здесь, на мой взгляд, несколько сложнее, да и интерфейс не так удобен, как у первых двух, но основные фишки есть, степень нажатия распознает, а остальное это уже дело вкуса. Вообще на Android достаточно широкий выбор приложений для рисования, создания заметок и так далее. Так что, друзья, пишите в комментариях, интересна ли вам тема приложений для планшета со стилусом, и если да, мы подготовим отдельное видео с подборкой самых интересных и функциональных вариантов. А сейчас предлагаю поговорить про заряд и автономность. Здесь Xiaomi позаимствовала принцип зарядки у известной яблочной компании и реализовала ее от самого планшета индукционным способом. Благодаря дизайну с одной плоской гранью стилус примагничивается к торцу под пятого для зарядки и сопряжения. При этом в момент подключения появляется всплывающее уведомление с отображением уровня заряда стилуса. И тут опять возвращаемся к софту. Дело в том, что на глобальной прошивке проблемы с всплывающим уведомлением нет, и планшет стабильно отображает уровень заряда стилуса при коннекте. А вот True прошивка очередной раз показала свою недоработанность, по крайней мере на нынешней версии. И если первые пару раз после подключения стилуса планшет стабильно отображает уровень заряда, то спустя время данная информация не появляется в принципе, и решается эта проблема только перезагрузкой планшета. Само крепление пера получается достаточно надежным и крепким, так что дополнительных чехлов или пеналов для стилуса в принципе не требуется. По самой же автономности сказать довольно сложно, так как нужно по-настоящему длительное время рисовать, чтобы полностью разрядить стилус. Так, в моем случае за 4 часа Smart Pen разрядился на 46%. Исходя из этого, думаю, заявленное производителем время автономной работы в 8 часов можно вполне считать реальным. Кстати, автономность самого подпятого от стилуса нисколько не страдает, и лично у меня разряжаться быстрее от такого соседства планшет не стал. Следующий предмет нашего интереса – чехол-клавиатура Mi Pad Skateboard Case. Давайте разбираться в целесообразности данного гаджета. Комплектации здесь по факту никакой нет, в плотной коробке с изображением девайса нас встречает, сюрприз-сюрприз, сам девайс и больше ничего. Что достаточно логично, так как питается клавиатура непосредственно от планшета посредством 3 контактов, а больше ничего и не требуется. Skateboard Case в моем случае выполнен в черном цвете. Также линейка предлагает зеленый и белый, но достать их на сегодняшний день достаточно сложно. Корпус из прочного и легкого полиуретана с текстурой под кожу ощущается приятно, но на мой взгляд не сказать, чтобы премиально. Выглядит как аналогичный аксессуар для iPad и прочих современных планшетов, правда угол наклона здесь не меняется. Закрепляется планшет в чехле при помощи встроенных магнитов, что очень удобно, а также эстетично выглядит и не скрывает красивые металлические грани девайса. Чехол надежно фиксирует Xiaomi Pad 5 в комфортном положении и одновременно служит обложкой, защищающей устройство с обеих сторон.
Однако не могу не отметить, что в отличие от обычного фирменного чехла, крышка Mi Pad Keyboard Case не фиксируется и в случае наклона легко приоткрывается. Но, конечно же, прежде всего приобретают Mi Pad Keyboard Case не ради защитных свойств, а ради печати. Так что предлагаю оценить саму клавиатуру в деле. Она состоит из 63 пластиковых клавиш с мягким ходом в 1,2 мм, которые чуть утоплены в крышку, за счет чего в закрытом состоянии не соприкасаются с экраном планшета и, соответственно, не царапают его. Кнопки имеют четкую тактильную отдачу, приличное сопротивление, издают приятный звук при печати и крепко стоят в пазах. Печатать, чувствуя у себя под пальцами пластиковые реальные клавиши, гораздо удобнее и привычнее, чем использовать экранную клавиатуру планшета. Так что для пользователей с задачей регулярного написания больших объемов текста этот гаджет станет хорошим решением. Правда, есть одно но. На момент записи этого видео Mi Pad Keyboard Case на глобальный рынок представлен исключительно с английской раскладкой, и производитель не дает никаких комментариев, стоит ли пользователям ожидать русифицированной модификации. И в случае, если вы не владеете навыком слепой печати, остается либо ждать возможный выпуск русифицированной модификации, либо прибегнуть к помощи специальных наклеек на клавиатуру. Еще один важный момент для портативного девайса – это его вес. Разумеется, чехол клавиатуры значительно увеличивает общую массу под пятого, но, на мой взгляд, не так, чтобы критично. В сравнении с обычным фирменным чехлом, клавиатура на 90 грамм тяжелее. Подключается Keyboard Case элементарно. Просто поднесите планшет к соответствующим контактам, как они тут же надежно примагнитятся. Осталось только в настройках единожды выбрать актуальные для вас раскладки, и можно начинать печатать. Приятной и полезной новостью для меня стало наличие функции горячих клавиш, и предлагаю рассмотреть самые часто используемые комбинации. Первое и, пожалуй, самое популярное и нужное – это, конечно же, переключение языка. И здесь это реализовано не совсем очевидно. Никакие стандартные комбинации Alt-Shift или Ctrl-Shift не сработают. И даже подсказка, которая появляется при подключении, еще больше вводит в заблуждение, предлагая сменить язык по Shift-пробел. В итоге методом тыка мне все же удалось определить верную комбинацию, и это Ctrl-Alt-пробел. Запоминайте, может пригодиться, если планируете использовать эту клавиатуру. Также хотелось бы отметить еще несколько комбинаций для удобного управления планшетом. И здесь уже в ход вступает специальная клавиша на клавиатуре с изображением, напоминающим бабочку. По ее длительному нажатию можно посмотреть все доступные комбинации для текущего приложения, и у каждого они могут быть свои. Но что по сфере применения Mi Pad Keyboard Case? И здесь, пожалуй, актуально все то же самое, что и для обычной клавиатуры, но с поправкой на то, что это все-таки Android, а не Windows. Так вы без проблем можете писать большие объемы текста, например, в тех же Google документах, посты в соцсетях или просто вести переписку. В общем, областей применения множество, и во всех сценариях Keyboard Case отрабатывает свое прямое назначение на ура. Лично я с этой клавиатурой писала сценарии для обзоров, общалась в мессенджерах, искала различную информацию, писала посты и даже немного играла. И, собственно, ни с какими проблемами при наборе за все время тестов я не столкнулась, и работать с чехлом клавиатуры было очень комфортно, хоть мне и не хватало трекпада и клавиши FM, как на ноутбуке. Впрочем, вопрос отсутствия последней решается установкой приложения переназначения клавиш, которое позволяет самостоятельно задать нужные комбинации на большинство действий. Так, например, я реализовала управление уровнем яркости и громкости прямо с клавиатуры. По итогу, после всех тестов, думаю, и клавиатура, и стилус однозначно достойны внимания. Однако все же рекомендую перед покупкой хорошо подумать, для каких задач вы планируете их приобрести, так как на данный момент ценник достаточно кусачий. Лично я для своих сценариев использования в первую очередь отдала бы предпочтение стилусу, благодаря чему теперь могу частенько использовать его в работе на подпятом вместо стационарного графического планшета. На практике стилус действительно передает движение руки с отличной точностью и практически без задержки. С его помощью очень удобно рисовать эскизы и даже картины, писать заметки и комментировать презентации, но на этом, пожалуй, и все. Все-таки, на мой взгляд, стилус — это узконаправленный гаджет и нужен далеко не всем. Клавиатура же станет отличным решением для офисных работников и пользователей, которые в силу профессии или хобби пишут большие объемы текстов на регулярной основе.
Если же вы рассматриваете его прежде всего как чехол, на мой взгляд, приобретение лишено смысла, так как в силу своих габаритов и никак не фиксирующейся крышки, кикборд-кейс станет не лучшим решением для защиты под пятого. Да и как-то все же дороговато выходит. Поэтому разумнее будет обратить внимание в сторону обычного фирменного чехла, который легче, компактней и крепится значительно надежней. А что думаете вы? Делитесь в комментариях, какой бы дополнительный гаджет выбрали и для каких задач. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, много интересных и полезных обзоров. Пока-пока.